Всем привет, меня зовут Люба, вы на моем канале о вязании. Сегодня мы вяжем ажурный узор спицами, очень интересный. Вяжется он просто достаточно, абсолютно несложный узор. Так его элементы выглядят поближе. Вот так выглядит он в большом образце. И посмотрите, какая интересная изнаночная сторона. То есть тут еще можно подумать, какую сторону использовать в качестве основного узора для изделия. Изнанка тоже классная. Вот так поближе. Такие в виде колец или цепочек. Мне обе стороны нравятся. Напишите в комментариях, какая сторона вам нравится больше, лицевая или изнаночная. Это изнаночная, а вот это лицевая. Очень интересный узор, идеальный для вязания каких-то интересных ажурных шарфов, палантинов, летних изделий, кофточки. Получится очень здорово и вяжется, самое главное, очень быстро и просто. Раппорт узора составляет 3 петли, 1 дополнительная петля и 2 кромочные. Я взяла для образца пушистую пряжу, потому что связала образец только из гладкой пряжи. Мне интересно, как этот узор будет выглядеть именно в пушистой пряже. Здесь у меня тоненький мохер, где-то на 100 граммов 700 либо 750 метров, не помню точно. И спицы у меня 3,5 миллиметра. Может быть, надо, конечно, инструмент было взять поменьше, но взяла 3,5. Итак, набираем нужное количество петель. Так. И попробуем связать этот узор из пушистой пряжи. Я на спице набрала 21 петлю. Раппорт узора, напомню, 3 петли и 1 дополнительная плюс 2 кромочные. Ну, итого просто набираем то количество петель, которое делится на 3. Итак, первый ряд. Первый ряд мы вяжем резинкой 1 на 1. Первую кромочную первого ряда я всегда провязываю лицевой. Мы его затянули, и вот этот край никогда не будет растягиваться. Это у нас ряд подготовительный. Первую петлю мы вяжем лицевой, изнаночная, до конца ряда резинкой 1 на 1. Первую кромочную мы снимаем, то есть у нас сейчас идет первый ряд раппорта, в высоту у нас 4 ряда, и заводим правую спицу 3 петель и вывязываем 1 лицевую петлю. 1 лицевая из 3. Накид. Далее снова заводим правую спицу за 3 петли, за накид. Так, лицевая из 3. Накид. И так до конца ряда. Лицевая из 3 петель, накид, лицевая из 3 петель, накид, лицевая из 3 петель, накид. И вот она у нас идет дополнительная петля, мы просто ее вяжем изнаночной в конце ряда и кромочная. Кромочная либо изнаночная, либо лицевой, как привыкли. Эта петля нужна для того, чтобы край был более красивый, не вытянутый. Второй ряд. Кромочную, как обычно, снимаем. Далее мы вяжем лицевая. Эта петля у нас в раппорт не вошла. Накиды предыдущего ряда мы всегда вяжем в этом узоре изнаночной, накид. И вот эта петля, которая провязанная была 1 лицевая из 3, мы ее вяжем за переднюю стенку лицевой. Все, закончили. Далее изнаночная из накида предыдущего ряда, накид, лицевая, изнаночная, накид, лицевая, изнаночная, накид, лицевая, изнаночная, накид, лицевая, изнаночная, накид, лицевая и кромочная. Все, второй ряд провязали, вяжем третий ряд, кромочную сняли, и сейчас мы вяжем таким образом. Первая петля у нас идет изнаночная,
Накид предыдущего ряда мы также вяжем изнаночной и лицевая. Повторяем. Изнаночная по узору у нас идет. Накид предыдущего ряда изнаночной, лицевая по узору, лицевой. И так до конца. Изнаночная, изнаночная, лицевая. 2 изнаночных, 2, лицевая, изнаночная, изнаночная, лицевая, изнаночная, изнаночная, лицевая. И в конце ряда у нас изнаночная и кромочная. 4-й ряд мы также вяжем по узору. Кромочную сняли и вяжем здесь самый простой ряд, лицевая и по узору изнаночная, лицевая, лицевая, изнаночная, лицевая, лицевая, изнаночная, лицевая, лицевая, изнаночная. До конца ряда вяжем по узору. Изнаночная, лицевая, лицевая, изнаночная. Так, это у нас идет изнаночный ряд, 4-й. Это лицевая, вернее, та была изнаночная сторона, это лицевая сторона. Пока узор совершенно непонятен, давайте свяжем еще один раппорт. Кромочную сняли, заводим правую спицу за дальние стенки 3 петель. Из 3 мы вывязываем 1 лицевую, накид. Из 3 1 лицевая, накид. Из 3 1 лицевая, накид. Из 3 1 лицевая, накид. И так до конца ряда. Накид, в конце ряда 1 изнаночная дополнительная петля и кромочная. 1-й ряд провязали, 2-й ряд 1 лицевая. И далее накид мы вяжем изнаночной, накид предыдущего ряда вяжем изнаночной, накид делаем. И вот эту петлю провязанную мы вяжем лицевой за переднюю стенку. Снова изнаночная, накид, лицевая. Изнаночная, накид, лицевая, изнаночная, накид, лицевая, изнаночная, накид, лицевая, изнаночная, накид, лицевая и кромочная. 2-й ряд провязали. 3-й ряд кромочную снимаем и вяжем по узору. 1-й у нас идет изнаночная, накид предыдущего ряда мы вяжем изнаночной и лицевая. Далее изнаночная, изнаночная, лицевая. 2 изнаночных, лицевая. 2 изнаночных, лицевая. Лицевая, в конце ряда изнаночная и кромочная. Так, это у нас лицевая сторона. И последний ряд узора, 4-й ряд. Кромочную мы сняли и вяжем по узору. Лицевая, изнаночная, 2 лицевых, изнаночная, 2 лицевых, изнаночная. И в конце ряда 2 лицевых и кромочная петля. Это изнаночная сторона. Эта сторона лицевая. Образец, конечно, не очень большой, но сразу видно, что в узор, связанный из пушистой пряжи, выглядит тоже очень интересно. То есть из мохера тоже можно интересные изделия связать. Инструмент, я думаю, в мохере можно взять и поменьше. У меня здесь 3,5 спицы. Можно, наверное, было взять и
3. И изнаночная сторона, посмотрите, какая интересная. Изнаночная сторона мне даже в махере нравится больше. Вот такой интересный двусторонний узор мы сегодня с вами связали. Пушистик, гладкая пряжа. Узор получился действительно очень оригинальный, интересный. Одним словом, классный и очень простой узор в исполнении. Если узор вам понравился, не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал, мне будет очень приятно. Так вы будете получать уведомления о выходе моих новых видео. Всем пока, до новых интересных узоров.